Привет! Вы на моем канале Технозон, и сегодня мы с вами обсудим проблему и насущную на сегодняшний день. Это уязвимости Spectre и Meltdown. Да, эта новость уже была много раз. Она изжевана всеми новостными лентами и всеми аналитиками. Но на самом деле за этой новостью стоит немножечко больше, чем все думают. И насколько она страшна и опасна, мы сегодня попытаемся с вами разобрать. Одна из основополагающих компьютерной безопасности – это то, что в мультизадачной среде две исполняемых или более двух исполняемых программ не могут получить доступ к данным к ОЗУ в области исполнения этих самых программ. То есть есть такой Memory Manager Unit, с помощью которого происходит распределение данных. То есть программа для запроса данных из области другой программы должна предоставить, должна запросить права доступа, и Memory Manager Unit производит разрешение и фактически выдачу этих данных. Да? То есть считывание происходит только с ее разрешения. Так вот, еще с середины 90-х годов начали использовать систему спекулятивного исполнения кода. Что это значит? Суть в том, что если у процессора есть необходимый код, но нет нужных данных, он начинает предугадывать эти данные. И если данные оказались неправильные по итогу, то он просто выкидывает этот код, а получая правильные данные, он их начинает исполнять. Так вот, суть уязвимости состоит в том, что именно вот этот вот код, который был забракован, еще некоторое время доступен в кэше, и к нему можно получить доступ. Фактически, вроде бы как, Google Project Zero смог симулировать возможность получения доступа ко всем данным ОЗУ. Но, дело в том, что код выкидывается забракованный, с неправильными данными. Никакой полезной нагрузки этот код не несет. И вот почему я так думаю. Дело в том, что на текущий момент не было зарегистрировано еще ни одного случая взлома или получения каких-то сверхважных данных с помощью уязвимости Spectre и Meltdown. Самое интересное, эта новость была раздута 4 января, по-моему, не помню уже точную дату, но об этой уязвимости было известно еще 20 лет назад. Дело в том, что компании, производители процессоров просто скрывали это. Никто не хотел менять архитектуру с Memory Manager Unit, она была всем удобна. Никто не хотел замедлять процессоры. Все патчи, которые были выпущены компаниями, производителями процессоров, фактически замедляют процессоры. Если в играх это можно всего лишь увидеть замедление на пару процентов, потому что там используется больше GPU, да, то в серверах и в каких-то тяжелых приложениях, которые используют конкретно процессорную мощность, это падение составляет 20-30%. И это очень ощутимо. Ведь об этой уязвимости официально начали заявлять производителям процессоров еще в августе прошлого года, и никто ничего не делал. И почему-то никто даже не заявлял об этом. Так вот, безальтернативность рынка процессоров дает нам интересную почву для размышлений. Ведь на фоне криптобума, именно криптобума, в выигрыше остается кто? Вроде бы майнеры, но нет. В выигрыше остаются компании и производители именно этих самых видеокарт, на которых производится майнинг. Что же остается таким бедным производителям, как AMD и Intel? Они, бедняжечки, пашут, выпускают эти процессоры, которые получают от семейства к семейству прирост 10-15% и какой-то не совсем нужный набор функций, которые можно делать через 2-3 семейства. И не очень-то люди бросаются покупать эти процессоры, а новые процессоры на ядре Haswell, например, можно встретить до сих пор в магазинах. Почему происходит так? Да все просто. Как заставить покупать массово новые процессоры? Так вот, напугать людей о том, что у них могут украсть деньги. Кто этому подвержен? Майнеры. Этому подвержены простые люди, которые влазят в криптовалюты. Этому подвержены простые люди, которые вроде бы используют такие системы, как PayPal, да, или любой онлайн-банкинг. Но не будем забывать, что еще ни одного взлома с помощью Meltdown и Spectre не было произведено. Все это является по сути не более чем заговором для продажи более новых процессоров массово, и к этому хотят подвести. На самом деле замедление процессорной мощности больше всего получил сектор серверных решений. То есть падение работы сервера на 30% несет за собой падение производительности всей системы в целом.
Это это недопустимо. И поэтому потребители вынуждены будут в конце года, когда появится решение уже без уязвимости Spectre и Meltdown, покупать массово эти процессоры. Таким образом, я считаю, что компания AMD и Intel пытаются просто нагнать упущенные продажи на фоне криптобума. Они хотят просто поиметь свои деньги. Да, они хотят заскочить на эту волну, получить какую-то с нее прибыль. Все мы прекрасно знаем, как стимулируют свои продажи такие компании, производители как Samsung, как Sony, как Apple. Они просто Apple вообще замедляет старые процессоры, они не стесняются. Samsung перестает их поддерживать, да, выпускать какие-то обновления. Да, все компании мобильной индустрии фактически перестают поддерживать свои старые модели. Через год уже, Google через 2 года о них забывают, просто перестают обновлять. И здесь уже разворачивается поле деятельности для кастомных прошивок и всего остального. Но это в принципе стимулирует продажи процессоров. Именно продажи мобильных устройств. Но что же происходит с рынком процессоров? Да ничего. На сейчас можно купить Intel Xeon 5460 на 775 сокет за $15 этот процессор. И он будет достаточно хорош на уровне Core i7 третьего поколения. Кто будет покупать новые процессоры 7-8 поколения или 9 уже? Кто будет их покупать? Да никто. Прирост производительности в 10-15% между поколениями он несущественен. И в таком случае компаниям ничего не оставалось, просто как взять, пойти на сговор, просто-напросто договориться о том, что у них появится уязвимость, с помощью которой еще никто не взломал. Ведь если вы вобьете в Google просто массовая атака уязвимости Spectre и Meltdown, вы не найдете ни одной ссылки, где было бы сказано, что кого-то ограбили с помощью этой уязвимости. Или у кого-то получили доступ. Самое интересное, что АНБ, по заверениям Сноудена, прослушала, имела доступ ко всем перепискам, ко всем чатам и ко всем камерам телефонов и ноутбуков уже давным-давно. Это никого не обеспокоило, никто не кинулся закрывать какие-то заплатки и все остальное. Но всех почему-то очень сильно обеспокоил Spectre и Meltdown. А всех он забеспокоил только лишь из-за того, что он дал повод Intel официально замедлить процессоры. Ребята, они официально замедлили процессоры. Если Apple на фоне если Apple на фоне волны вот этой вот новостной о том, что они замедляют процессоры, потерял очень много денег в стоимости акций, да, то Intel, он их не потеряет. Он замедлил процессоры, люди должны покупать новые процессоры, они должны будут поменять многие серверные решения, да, целый парк серверов нужно будет перепаковать на новые процессоры. И скорее всего, я подозреваю, что новые процессоры, которых не будет Meltdown и Spectre, они будут работать совершенно на другом сокете. А это целая индустрия, это чипсеты, это материнские платы. Боже мой, это развитие рынка, кроме видеокарт. Это просто-напросто такой интересный маркетинг. Поэтому я не советовал бы бояться настолько сильно вот этих вот уязвимостей Spectre и Meltdown, потому что на самом деле отбракованный код процессора, он не имеет никакой ценности для хакера. Для того, чтобы вроде бы как получить доступ, нужно исполнить JavaScript какой-то на каком-то сайте. То есть вы представьте себе ситуацию, сколько вам необходимо будет находиться на этом сайте. Вернее, вы зайдете на сайт, у вас одновременно в УЗУ должна быть информация о ваших кредитных картах. Программа, которая будет запущена, она должна будет каким-то образом получить, вообще на самом деле я даже не увидел, я сколько не читал, я не увидел ни одного стендового образца скрипта рабочего, который помог бы, допустим, украсть эти данные кредитных карт, мобильных телефонов, пароли и всего остального. Поэтому мы не боимся ни Spectre, ни Meltdown, мы ждем реальных подтверждений того, что с помощью этих уязвимостей можно что-то украсть. Никого не боимся, подписываемся на мой канал, ставим лайки или дизлайки, или если вам эта информация вообще не нужна, отписываемся, это ваше личное дело. С вами был ваш Владимир Крамаренко на канале Технозон. До скорых встреч, пока.